Где в Балтии можно найти свою маленькую пустыню? Дорога к морю здесь начинается со шлагбаума, и дальше тропа ведет вдоль деревянных заборов, обозначающих частную территорию. С каждым шагом шум моря становится все ближе, но здесь важно информировать вас о правилах. Мы находимся на территории Северо-Видземского биосферного заповедника, и контроль здесь регулярный. Полиция проверяет правила парковки. Оставлять машину можно только в разрешенных местах, у кемпингов платно или на официальной стоянке в Витрупе бесплатно. И лучше учесть это заранее, чтобы прогулка начиналась спокойно. Так, с организационными вопросами разобрались, теперь можно выдохнуть и, наконец, перейти к самому главному, к ощущению этого места. Кстати, мне интересно ваше мнение. Какие кадры вам ближе? Более художественные, почти как живопись, или классические, с четкой детализацией? Пиши в комментариях. Этот участок побережья называют Видземским каменистым взморьем. Берег здесь усыпан валунами. Они пришли сюда вместе с ледником тысячи лет назад и до сих пор формируют рельеф. Иди по ним, как по живописному ландшафту, который постоянно меняется. Ширина каменистой полосы примерно 20-40 метров. И местами валуны уходят прямо в море. Вокруг лес, дюны, влажные низины, где формируется особая экосистема с редкими видами растений и мхов. Но в этот момент все внимание забирает не теория, а ритм шагов и звук воды. Давай сделаем перерыв. Иногда такие остановки – самая важная часть маршрута. Прогулки у моря работают глубже, чем кажется. Воздух здесь насыщен кислородом, йодом и минералами. Он буквально облегчает дыхание. Ходьба по камням мягко включает тело в работу, улучшает кровообращение и снижает нагрузку на суставы. А шум волн действует как природный фильтр, снижая уровень стресса и помогает перезагрузиться. Именно поэтому даже короткая прогулка у моря ощущается как полноценное восстановление. Впереди точка, ради которой мы сюда приехали. И по пути к ней пейзаж становится еще интереснее. Посмотри на эти деревья. Они растут буквально на камнях у самой кромки воды. Чаще всего это черная ольха. Она умеет выживать там, где другие лиственные деревья не справляются. Ее корни живут в симбиозе с бактериями, которые помогают получать питательные вещества даже из бедной почвы. А мощная корневая система буквально удерживает берег, защищая его от размывания. Из-за ветров и воды стволы изгибаются, а корни обнажаются и оплетают камни, как будто удерживают эту границу между сушей и морем. И вот мы на месте. Вятземе Клинтис. Скажите, вы уже бывали здесь? Все кадры из таких поездок я сохраняю на карте Baltic Photo Stories.
с описанием локаций на русском и английском. Ссылка, как всегда, в описании. Перед нами песчаные скалы длиной почти полкилометра и высотой до 6 метров. Им сотни миллионов лет. Они сформировались в Девонский период. Все, что вы видите сейчас, результат постоянного движения воды и ветра. Море здесь не просто фон. Он формирует этот берег каждый день, вымывает ниши, углубляет гроты, меняет линии скал. Поэтому это место никогда не бывает одинаковым. Даже если вы вернетесь сюда через год, оно уже будет немного другим. Этот живой пейзаж привлекает и кинематограф. Здесь снимались латвийские фильмы «Ночь без птиц» и «Долгий путь в дюнах». И, наверное, именно поэтому еще на этапе планирования мне захотелось не просто приехать сюда, а прожить это место через настроение. Поймать его ритм, его фактуру и превратить это в образ. Так появилась идея восточного пикника, как еще один способ взаимодействия с пространством. Но за кадром остается важное. Все это нужно донести до точки, пройдя около километра с полным набором декора. Каждая съемка для меня – это работа с ассоциациями. Локация задает настроение, а дальше я начинаю выстраивать образ через детали и ощущения. В этот раз вдохновение песком и теплыми оттенками, поэтому в кадре появляется восточная эстетика. Ковер, низкая подача, натуральные угощения и чай, но важно учитывать и саму локацию. Здесь нельзя разводить огонь, поэтому вместо привычных запахов специй и дыма остается только море и его чистый воздух. И в этом соединении рождается новая сцена, где идея встречается с реальностью и начинает звучать по-своему. Это день про работу в кадре и за кадром. Съемка, поиск ракурсов, свет, детали – все это обычно остается за пределами финального видео. И такой пикник – это скорее пауза, как способ замедлиться после насыщенного процесса и зафиксировать момент. Небольшая награда за проделанную работу и возможность просто выдохнуть. Скажите, кто из вас поехал бы со мной в следующее путешествие? Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной. До скорой встречи в следующей истории.